Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале Ирина Ветилару. Сегодня у меня видео, в котором я хочу рассказать о том, как трудоустроиться в Англии на работу. Я сегодня пред вами выступаю в своей униформе. Для многих зрителей моих, я уверена, сейчас это будет сюрпризом узнать о том, что я работаю уже полгода. Представляете, полгода — это такой значительный срок. И теперь я могу с вами поделиться каким-то своим опытом, мнением, впечатлением о том, как в Англии работается. Совсем недавно один из моих зрителей, Евгений Лагутник, Евгений, привет, задал мне вопрос, в котором попросил рассказать в подробностях о процессе трудоустройства на работу, какие нужно совершить шаги, какие подготовить документы. На самом деле ничего сложного в этом нет. Для этого нужно сделать всего лишь несколько простых шагов. Это получить карту резидента и с ней уже отправиться в джоб-центр. Это центр по трудоустройству, который выдает вам страховой номер. Для этого вы туда обращаетесь, назначаете день и время для интервью. Вас приглашают, вы туда приходите, отвечаете на некоторые вопросы. Они совершенно несложные, главное не стесняться, не растеряться. Это не допрос, это опрос. И после этого вам скажут, сколько примерно ждать до получения страхового номера. У меня это заняло около месяца. Но в это время вы время не теряете. Вы уже можете начинать поиски своей будущей работы, рассматривать, какие есть варианты. И также вам нужно будет пойти в банк и открыть банковский аккаунт для того, чтобы будущему работодателю было куда отправлять вашу зарплату. И после того, как у вас все документы будут на руках, карта резидента, страховой номер, банковский аккаунт, двери всех работодателей, фирмы и компаний в Англии для вас открыты, для того, чтобы пойти и устроиться официально. Евгений, надеюсь, мне удалось ответить на ваш вопрос. Если возникнут еще какие-то вопросы, обязательно пишите под видео. Я буду отвечать на все ваши комментарии. И теперь я хочу ответить на вопрос другого молодого человека, Николая Капустина. Николай, привет! Который долгое время любопытствовал, чем же здесь в Англии занимаюсь или не занимаюсь и бездельничаю. Рассказываю вам всем про свою работу. Друзья мои, моя профессия в Англии называется carer. Как это перевести на русский язык, я конкретно не знаю. Это что-то вроде сиделки. Здесь это соцработник, который ухаживает за людьми, которые больны, которые недееспособны, которые нуждаются в уходе или просто в присмотре за ними. Такая работа, добрых дел работа. Я люблю общаться с людьми, я люблю людям помогать, и я люблю свою работу. Моя работа заключается в том, что в течение дня я посещаю разные дома, я вижу разных людей. Иногда я работаю одна, иногда я работаю в паре с коллегами, когда необходимо, допустим, уход необходим человеку, который не может сам перемещаться, и тогда мы работаем уже вдвоем, у нас команда. Вот. У меня замечательные коллеги, я встречаю интересных людей на работе. Вы знаете, эта работа для меня, как для человека, приезжего в эту страну, как я новичок здесь, я ничего не знаю об их культуре, об их быте. И для меня это настолько интересно. Представляете, я посещаю много разных домов, английских домов. Я вижу их интерьер, их быт вокруг. Я могу видеть, как они живут. И я непосредственно общаюсь с англичанами. У нас здесь, в нашем Йоркшире, это район Англии, это самый сложный по диалекту и произношению и пониманию английский. Здесь, мне кажется, иногда сами англичане друг друга не понимают. И мне здесь было очень сложно. До того, как я начала здесь работать, я по-английски, вообще не бум-бум. Если я шла в магазин, меня не понимали, я не понимала. Так эта работа
помогла мне развязать мой язык. Теперь я чувствую себя гораздо свободнее, комфортнее. У меня каждый день практика живого общения. Что самое главное в изучении языка? Это практиковать, это общаться. Я совершаю много ошибок, конечно, но тем не менее все люди очень вежливы. И теперь это не составляет для меня такой большой сложности. Конечно, первые 2 месяца для меня были... Первые 2 месяца работы для меня были очень тяжелые. Не физически, а морально. Мне нужно было учить специфику работы. Для меня эта область вообще что-то далекое было от меня. И учить язык. И нужно было адаптироваться очень быстро. Я испытала очень много стресса, но, как говорят, русские не сдаются, русские прорвутся. Рук главное не опускать и всегда двигаться вперед. Если вы собираетесь приехать в Англию, жить здесь и работать, я хочу вам дать совет от души. Не тушуйтесь, не стесняйтесь, не пытайтесь найти работу, допустим, мыть посуду или убирать дома. Попробуйте найти работу, где вы будете находиться среди людей, вы будете общаться, развиваться. Я считаю, что в новой стране с новым языком для вас это очень важно. Важна такая практика, важно не стоять на месте и намывать это посуду или пылесосить полы, а развиваться и двигаться вперед. И тогда и Англия откроет для вас свои новые двери. Друзья мои, была рада сделать для вас это видео. Надеюсь, было и интересно, и полезно. Если остались еще какие-то вопросы, пишите под видео. Будем общаться, все обсуждать. Всем желаю улыбок, тепла и добра. Целую, люблю. Пока-пока.